Летайте самолетами Белавия, пока гром не грянет. Добрый вечер, уважаемые белорусы! В сегодняшнем выпуске мы прольем свет на проблему, которая касается многих из нас – безопасность гражданской авиации. Добро пожаловать нашим пассажирам на борт самой лучшей авиакомпании в мире. Как поживает белорусская авиация в условиях третьего года санкций? Независимых СМИ в стране нет, а официальные государственные крайне скупы на свежую информацию. Может, в том числе потому, что есть что замести под ковер? Наши коллеги пообщались с компетентными источниками в стране и узнали о неизвестных общественности фактах, которыми делимся с вами. Для начала вспомним предысторию. 23 мая 2021 года, когда самолет авиакомпании Ryanair летел из Афин в Вильнюс, от белорусских диспетчеров пришло сообщение, что на борту находится бомба. Foxtrot Romeo 4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом. Для сопровождения гражданского лайнера в небо были подняты истребители белорусских ВВС и войск ПВО. Было принято решение и поднят в воздух дежурный экипаж МиГ-29 с аэродрома Барановичи для того, чтобы осуществить безопасную посадку на аэродром Минск-2. Самолет посадили в Минске. И в аэропорту власти задержали блогера Романа Протасевича и Софью Сапегу. Это вызвало мгновенную реакцию Евросоюза. Брюссель прекратил авиасообщение с Беларусью и ввел санкции против Белавия и Белаэронавигации. У нас в воздухе под угрозой находилось 123 пассажира из разных стран и 6 членов экипажа. Генеральный директор Ryanair Майкл Алири назвал этот случай поддержанным государством пиратством. Это уже не информационная война. Это гибридная, современная война. 1 сентября 2022 года Белаэронавигация подала иск против Евросоюза. Оспаривали решение о санкциях, подчеркивали, что санкции угрожают обеспечению безопасности полетов. 15 февраля этого года Суд Европейского Союза рассмотрел и отклонил иск. Тем не менее, как мы знаем, Белавия продолжает кое-куда летать. Конечно, в основном в Россию и еще некоторые страны. И чаще всего это чартеры в курортный сезон. Белорусские чартеры, как ни в чем не бывало, летают в Египет, а вот отправить самолет, чтобы эвакуировать белорусов из Израиля после начала войны, стало целой проблемой. МИД РБ никак не мог решиться на эвакуационный рейс, обвиняя во всем, как всегда, Америку. И когда другие страны уже заканчивали эвакуацию, наше так называемое правительство наконец-то объявило о рейсе, но не бесплатном, конечно. Но зачем? Если государство может себе позволить выдавить за границу сотни тысяч несогласных, пару сотен туристов можно вообще не заметить. Застенчивость белорусского МИДа становится более понятной, если вспомнить следующие обстоятельства. Как минимум, часть самолетов не принадлежит Белавия. Их оформили в лизинг, а потом оставили себе бесплатно. Похоже на то, что авиакомпания просто боится летать в страну, где самолеты за подобные проделки могут арестовать. Берет просто гордость от того, что это есть у нас, у Белавия и есть в Беларуси. А жизни белорусов оценили дешевле железа. А что же с безопасностью самих полетов? В июле прошлого года руководители Белаэронавигации дали интервью «Спутнику» и уверили, что санкции никоим образом не повлияли на безопасность полетов. Правда, по их же словам, существует проблема обслуживания импортного оборудования и обновления ПО. Но она решается постепенным переходом на все российское. Но с чем реально сталкиваются белорусские авиаторы в авиакомпаниях РФ? Как решает, например, проблему недостающих в условиях санкций запчастей? Ведь, как известно, основу авиапарка Белавия составляют самолеты западного производства. Так вот, как нам стало известно,
нужные белорусам запчасти снимает с авиапарка, который не летает в настоящее время. Или же заказывают из третьих стран. То есть не на заводах-изготовителях или допущенных к обслуживанию фирмах. Каким образом это проворачивают – большой секрет. Известно лишь, что везут контрабандой. Раньше на каждую новую запчасть, которая приходила, был сразу паспорт. В настоящее время бывают случаи, когда запчасть просто в какой-то коробочке без документов. Никто не знает, легально ли она была приобретена и кто поставщик. Кроме того, если запчасть идет на продажу третьей стороне, например в РБ, на такие запчасти делают паспорт от имени аналогичного завода-изготовителя. И еще важно понимать, что авиационная наука постоянно развивается и оборудование постоянно дорабатывается. Как о новых западных разработках узнают белорусские и российские авиаторы, эксплуатирующие те же Боинги? А вот никак. Доступ к техническим библиотекам для них отсутствует. Например, если деталь была как-то доработана заводом-изготовителем, доступ к этой информации закрыт. Кроме того, нет доступа к обновлению программного обеспечения, в том числе полетных карт на территории СНГ. Полетные и маршрутно-полетные карты служат для выбора и прокладки маршрута, расчета полета, визуальной и радиолокационной ориентировки, контроля пути, выполнения расчетов и графических построений в полете. Что же происходит, когда самолет Белавия оказывается за границей? И вдруг возникает какая-то поломка или техническая неисправность? Вот здесь, что называется, меньше знаешь, крепче спишь. Если что-то сломалось и пилоты докладывают об этом в свою авиакомпанию, им начинают звонить начальники разных уровней и оказывать давление. Мол, летите, все заменим и отремонтируем на родине. Система устроена так, что есть определенный временной слот на вылет из иностранного аэропорта, в который пилотам необходимо вложиться. Никто не хочет искать техников-представителей авиакомпаний и платить деньги сторонним авиакомпаниям для устранения неисправностей, так как все это приводит к задержкам и ведет к имиджевым и финансовым потерям. Вот всего этого многочисленные начальники от авиации стараются избежать в первую очередь. На каждый тип самолета есть порядка 2500 задач по техническому обслуживанию. И вот у каждой этой задачи есть своя периодичность, есть свой порог наступления, есть свои условия ее выполнения. Вот и мы среди этих 2500, чуть больше, выбираем какую работу, какой объем нужно сформировать на этот период времени, который сейчас приходит, чтобы самолет мог с минимальным простоем, и максимально безопасно продолжаться эксплуатировать. С какими же поломками принуждает пилотов вылетать домой? Например, с неисправностью противообледенительной системы одного из двигателей. Справка. Образование льда в навходных устройствах двигателей может привести к срыву этого льда в воздушный канал двигателя и его повреждению. Или, например, не работает погодный локатор. Справка. Метеорологические локаторы необходимы для того, чтобы помочь пилотам быстро обнаружить и избежать попадания в зону опасных метеорологических явлений, атмосферных фронтов, гроз и кучево-дождевых облаков. В случае, когда пилот отказывается выполнять вылет с данной неисправностью, в лучшем случае попадает на деньги, в худшем сокращают по надуманным причинам. Например, могут доказать профнепригодность пилота, например, завалить на тренажерной подготовке, которую периодически надо проходить. Сдать тренажерную подготовку на отлично крайне тяжело, ведь отрабатывается не просто полет по кругу, а моделируется множество нештатных ситуаций. У тебя отказывают все системы в полете, в один момент происходит возгорание двигателя, разгерметизация и так далее. Таким образом, любого неугодного пилота можно загнать в угол и доказать якобы его некомпетентность. Есть ряд случаев, когда по инструкции самолет нужно уводить на запасной аэродром. Большая часть авиакатастроф во время посадки случается именно потому, что пилоты пытаются посадить самолет в пункте прибытия любой ценой.
Самые частые причины ухода на запасной аэродром – плохие погодные условия в пункте прибытия, проблемы с пассажирами на борту или неисправность воздушного судна. Так вот, белорусские пилоты крайне редко идут на запасной аэродром. В большинстве случаев, когда в ситуации правильнее уйти на запасной аэродром, пилоты идут на риск и путем нескольких заходов все равно стараются посадить самолет в ранее назначенном. Почему так происходит? На пилотов оказывают моральное давление, хотя по всем правилам такое недопустимо. Пилоты боятся инспекций, начальства авиакомпании, дополнительных трат на размещение пассажиров и так далее. Можно, как мы уже знаем, остаться без работы или потерять часть зарплаты, так как по вине пилотов были потрачены деньги авиакомпании. На фоне всего этого банальное взяточничество и кумовство выглядит мелочью. Например, у белорусского летного состава в России вдруг отзывают летное свидетельство. Причем при их выдаче все документы были в порядке. Спустя некоторое время летчикам предлагают оплатить взнос для отсутствия проблем в дальнейшем. Ну и, конечно, кумовство. Как без этого? Но в Беларуси сейчас оно особенно процветает, поскольку работы мало и за рабочее место выигрывает сражение тот, у кого влиятельнее родители или выше связи. Таким образом, что мы имеем в реальности? Белорусская гражданская авиация испытывает технические и организационные проблемы, которые из-за многолетней политики отрицательного отбора замалчиваются. Замалчиваются просто из страха не угодить начальству и желания выслужиться докладами об успехах. В такой ситуации проблемы растут, как снежный ком, и приводят к системному кризису. Но когда речь идет о безопасности людей, как в случае с гражданской авиацией, такое замалчивание является преступным. В реальности мы наблюдаем триумф государственной безответственности. Животные эмоции и инстинктивные реакции одного человека 2 года назад уничтожили репутацию страны и погрузили ее в колбу изоляции не только в сфере авиаперевозок, но и в смежной научно-технической сфере. За короткое время фактически была уничтожена огромная прибыльная отрасль, которую кропотливо создавали целое поколение высококлассных специалистов, наших с вами соотечественников. И можно ли доверять заверениям лукашистов, что санкции никак не повлияли на безопасность полетов? Думаю, ответ очевиден. Делитесь с нами, дорогие друзья, сведениями и мнениями по данной теме, следите за нашим каналом, соблюдая меры безопасности. Живе Беларусь!